Друзья, всем привет! Небольшой обзорчик старинной посуды из мусорки. Все поставил в эту самую посудомоечную машину. Все более-менее отмылось. И посмотрим, какие сокровища удалось нам вчера выкопать. Ну что, давайте начнем по порядку. Вот заинтересовал. Я сначала думал, честно, она вся грязная была, что это какая-то чернильница сначала показалось, потому что все заросшее было. Вот. Но потом оказалось, что это очень похоже на патрон, в который вкручивается лампа. Но очень такое похожее. Здесь у него есть надпись, по-моему, 250 вольт. Надпись. Ну, ничего больше я прочитать тут не могу. Ну, все это было в куче вместе с битой старинной посудой. Вот, и поэтому, ну, взял, посмотрел, ну, не знаю, представляет ли это какой-то интерес для кого-то. Ну, не знаю, может, есть любитель, кому это надо, ну, если... Не знаю, мне эта штука не нужна, если кому-то заинтересовало, обращайтесь. Вообще, впрочем, и если кого-то что-то заинтересовало из этого, обращайтесь. Далее, ну, очень много было обломков, взял для примера именно кузнецовской посуды. Очень много битой кузнецовской посуды, поэтому это, скорее всего, кузнецовская мусорка. Вот видите, двуглавый орел. Здесь даже можем почитать, что здесь пишут. КР, М, Море. Ну, что-то не хватает. Ну, вот здесь видно внизу Кузнецов. МС Кузнецов. Не, размытой клеймой я не могу, оно не фокусируется почему-то у меня. Вот, вот такая вот. Это, видать, была какая-то тарелочка. Далее, что из интересного? Ну, вот такие скляночки. Частенько они, кстати, попадались на мусорках. На них есть 50, ну, наверное, 50 грамм какого-то, вон там даже немножко грязька осталась, какого-то средства. Может, мазь какая-нибудь, не знаю. Взял просто всякие, их было много там, но я взял вот разные, чтобы были 50, 60. У меня еще где-то в коллекциях есть такие баночки. 100 чего-то. Вот это хорошо отмылось. Вот. И это аптечные склянки. В них мне как-то попадались с крышкой закрытая. И внутри была какая-то масса, типа красная крышка была, у нее открыл, и там какая-то масса была непонятная. И, кстати, какие-то старые фильмы смотрел. Вот. И где-то там старый какой-то фельдшер в больнице. Вот он типа была такая атмосфера больничная, и вот эти баночки стояли как на полочках у старого сельского врача. Ну, вот, скорее всего, это как раз из той оперы. Конец 19-го, начало 20 века. Вот, попалась бутылка, к сожалению, битая. Я сначала ее не решил не брать, но поскольку, смотри, какое толстое стекло у нее, это бутылка из-под молока. Здесь виден 3 звезды, это типа латвийского герба, что-то похожее. Л, П, Г, С. Ну, я предполагаю, что это ЛПЦС. Это С такая стилизированная. Такая вот гербик, стилизированный под латвийский герб. И сзади надпись у него идет Латвиас. Можно... Стекло очень трудно как-то вот эти буквы сфокусировать, чтобы вам видно было. Здесь читаю Латвиас, Пен Саймницибас, Централа, Савиниба. Но это получается латвийская молочно Пена Саймницибас, ну, производство молока. Латвийского молочно-производственное центральное предприятие. Как-то вот так вот примерно это все переводится. Вот, соответственно, и аббревиатура такая. Ну вот, не знаю, я такую бутылку раньше не видел. Я думаю, скорее всего, эта бутылка из-под молока тоже где-то конец 19-го, начало 20 века. Что-то из этой серии. Ну, так вот. Жалко, что, конечно, дно. Если кого-то заинтересует, обращайтесь. Я
знал, что это кого-нибудь обязательно заинтересует. Ее можно здесь, к примеру, эту часть обрезать и сделать себе как-нибудь будет стоять. Ну, кто посудой занимается. Что тут еще было интересно? Вот эта штучка, я не знаю, что это, но я часто видел такие штучки. Мне кажется, ну вот именно вот в таком виде. Где-то даже и продаются они в каких-то антикварных магазинах, возможно, видел. Мне кажется, какие-то бюсты на них одевались. Вот, не знаю, может быть, кто знает, поправьте меня. И так же самое здесь, сейчас немножко сделаю, вот видно, Кузнецовский герб. Это то же самое было в фабрике Кузнецова. Данная вещь. Вот тут какая-то дырочка или отверстие. А там, кстати, что-то есть. Что-то выпало. Что-то выпало. Что выпало? Что-то оттуда выпало. Ну, грязь, наверное, какая-то, куски земли. Да, вот, да, земля там какая-то была. Ё-моё. Засрал, сейчас меня убьют. Вот. Вот такая штучка. Ну, можете мне написать, что это такое, кто знает. Вот. Далее. Ну, вот такая тоже аптечная скляночка. Она была с крышкой. Ну, посудомойку поставили, шикарно отмылось все. Тоже аптечная скляночка. Ну, такая милая, симпатичная. Немножечко есть кольчик. Ну, ничего так. Антуражненькая, прикольная штука. Ну и вот, конечно, очень жалко. Эта вазочка. Так же само. Смотрите, как здесь прикольно. Кузнецов. И год 1812. Я, кстати, клеймо вот такое мне не попадалось. Очень интересное клеймо. Не видно, что вазочка, ну, это вазочка была. Жалко, конечно, что вот потеря у нее есть. Не знаю, имеет ли смысл ее. Ну, вот как бы, даже нет, даже непонятно, какой был верх у нее. Вот. Не знаю, можно, конечно, прикола ради вот так вот обрезать ее. Ну, не знаю. Ну, может, кому-то это заинтересует. Видно следы позолоты. 19 века штучка. Такая жалко, конечно, что не целая. Тоже кузнецовская. Ну и вот, единственный предмет, который нам... Ну, это не единственный, вот предметы целые достались. Вот это очень любопытная бутылень. Видно как бы, смотрите, как здесь интересно. Вроде как буква «Н». Да? Типа Николай. Вот тут видны какие-то веточки. Посередине как бы, как домик какой-то, да, вот здесь. Отсюда ветвь. Дальше написано Рига и цар. Цар. Говорю по буквам. Циля, Авраам и Рубик с мягким кончиком. Цар. Ну, скорее всего, это аббревиатура не цар, как я только что сказал. Это что-то там, видите, после каждой буквы точка, то есть как эта аббревиатура переводится, я, по крайней мере, не нашел. И является ли эта буква «Н» обозначение какого-нибудь царя Николая, не знаю, микстура, бухлишка. Что это? Не знаю. Ну, вещь такая интересная, хорошее толстое стекло, полностью целый, без потерь. Кому надо, обращайтесь. Может, себе оставлю, если никому не надо, оставлю себе. Такая антуражная бутылка. Прикольная. Как бы стекло особенно не коллекционирую. Вот. Ну. Вот, короче, такие предметы нашлись вчера на мусорке. Там было еще очень много предметов. Вот этих баночек было большое количество, но я просто взял разных, несколько видов. У меня где-то еще у самого тоже есть такие баночки. Так что планируем посетить эту мусорку еще раз. Может быть, найдем еще что-нибудь. И даже туда детектор смысла брать никакого нету. Много-много железа. Много мусора, ведер, всего. Просто надо тупо шурфить и доставать интересные штучки. Ну вот, небольшой такой обзор кузнецовской посуды. Надеюсь, возможно, вам понравилось. Если такая тема вам интересна, обзоры вот таких вот всяких предметов пишите, будем делать. Что интересное найдем, обозрим. Кстати, видос очень интересный будет. Это
малая часть того, что мы там нашли. Очень было интересные находки, были приключения, был трэш. Короче, видос буду готовить, материал весь собрал, будет интересно. Все, друзья, пока, всех рад видеть. Подписываемся на канал, в Телеграм. Вот. Ссылочки в описании, в телеге, все это уже. Я, кстати, Скопов, кто не знает, друзья, я Скопов сразу же кружочки в телегу пишу, если интересные находки. То есть видео выйдет, оно неизвестно когда, а в телеге всегда можно посмотреть все в реальном времени. Многие комрады также делают. Все, всем пока.